Всем привет! Я вам сейчас расскажу историю про бургер. Вы, наверное, подумали, что мы тут без Алексея совсем распоясались и снимаем ролики черти о чем. Но это правда очень классная история, и вы скоро сами убедитесь. В честь дня рождения Путина государственные каналы сняли сюжеты о том, как весь мир его поздравляет. Радуются буквально все, от глав государств до, например, простых американцев. Один нью-йоркский ресторан по случаю этого праздника даже подает специальные бургеры – Путин-бургеры. Традиция уже 3 года, потому что мы считаем Путина выдающейся политической персоной. Обычно бургер в 6 раз меньше, но сегодня он весит 68 унций. Это 1952 грамма, потому что Путин родился в 1952 году. Эти кадры сняло агентство Раптли, принадлежащее Russia Today. Раптли последние несколько месяцев бегали за Алексеем, ну и за мной. Поэтому я должна признаться, что мне лично эта история дорога вдвойне. Съемки гигантского бургера, прославляющего Путина, может быть, и остались бы незамеченными, если бы не журналист Алексей Ковалев. У него есть проект «Лапшеснималочная», где он публикует расследования о лжи в российских государственных СМИ. Ссылку вы найдете в описании. Вот и сюжет с бургером показался ему очень подозрительным. Он обратил внимание на этот флаер на столике, за которым снимали сюжет. Посмотрите, тут и Путин, и свечка, и даже описание акции. Если успеете съесть бургер за полчаса, то он достанется вам бесплатно. Судя по инстаграму ресторана за этот день, этого флаера больше нет ни на одном другом столе. Вообще, упоминания об акции в честь Путина нет ни на сайте, ни в соцсетях ресторана. И Ковалеву это показалось очень странным, поэтому он решил позвонить в ресторан и спросить напрямую, правда ли они готовят 2-килограммовые бургеры в честь дня рождения Владимира Владимировича. Об этом звонке он нам сам рассказал. Я просто позвонил в этот ресторан, мне там сказали, что, конечно, никакого Путин-бургера не сделали. Потом выяснилось, что это был целый заговор. Одна девушка снималась в этом ролике, который снял видеоагентство Рупли, принадлежащее телеканалу Russia Today. Другая девушка сидела на телефоне, отвечала журналистам, что да, есть такой бургер. Все это, конечно, достаточно все абсурдно выглядело. Помимо Раптли, другие российские госсми тоже написали материалы о чудо-бургере. ТАСС, например, даже привел комментарий менеджера ресторана Теда Брайана, который утверждал, что Путин обладает значительным влиянием, поэтому и бургер должен быть большим. На этот комментарий ссылалась пресс-служба Russia Today, пытаясь доказать, что историю про Путин-бургер они не выдумали. Но Ковалев выяснил, что менеджер с таким именем в ресторане вообще никогда не работал. Приведите мне один пример лжи на Russia Today. Один пример конкретный. Вы лживая женщина. Раптли в итоге удалили сюжет про бургер. Тоже сделали и многие другие СМИ. А ТАСС сначала убрали из первоначального материала упоминания менеджера, а потом еще и выпустили отдельный разбор о том, как всех обманули американские официантки. Но эта история не только про то, как российские СМИ погорели на сфабрикованном сюжете. Russia Today, чье дочернее видеоагентство сняло те самые кадры, получая деньги с бюджета. В 2017 году, например, канал получил 18,7 миллиардов рублей. Это наши с вами деньги, отданные государству в виде налогов. Как правильно заметил Владимир Милов, если эти деньги поделить на всех пенсионеров России, каждому бы досталось по 440 рублей. И на что Russia Today тратит наши деньги? Государственный телеканал снимает никчемное лживое видео про то, что нашего президента так любят кругом, что даже делают в его честь башню из бургера. Но это же верх бессилия – доказывать, что с тобой в мире считаются на примере бургеров, да еще и выдуманных. То есть, получая огромные деньги из бюджета, государственная СМИ Russia Today снимает пропагандистские, но очень нелепые и беспомощные сюжеты. Эти сюжеты оказываются еще и так неприкрыто лживы, что их приходится со скандалом удалять. Знаете, вся эта ситуация – отличная иллюстрация итогов всех 18 лет путинского правления. Вот такие у нас СМИ и вот такой у нас президент. Подписывайтесь на наш канал, здесь говорят правду.